Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать смартфон, который во время распродажи стоил, получается, всего 5000 рублей. Сколько он сейчас стоит, можете посмотреть по ссылке в описании. Это не особо и важно. Почему? Потому что эта звонилка выполняет у меня роль реально звонилки уже больше 2 месяцев. Сюда помещается 2 сим-карты физических. Помимо этого сюда помещается на терабайт карта памяти, и помимо всего этого банкета здесь есть камера, пусть даже на 8 мегапикселей, но кое-как она работает. Фронталка на 5 тоже кое-как работает. Мини-джек, к сожалению, атовизм микро-USB, и по большому счету можно было бы сказать зачем, потому что это копия Realme C30. Но он лучше, чем C30, опять же, по моим ощущениям, по моим тестам, вполне возможно, вы будете не согласны. Посмотрите все, автономность топ, по поводу всего остального, конечно, вопросов миллиард. Но этот миллиард нивелируется ценой. Смотрим. И я, как и большинство, наверное, из потребителей моего контента на телеграм-канале скидок, вполне возможно, для кого-то из знакомых, кому не нужны супер крутые телефоны, приобрел Realme Narza 50i Prime. Чтобы вы понимали, Realme Narza 50i у меня лежит на столе уже месяца полтора. Я его всегда беру, пытаюсь рассказать о нем. И у меня никак не получается. Почему? Потому что здесь есть одна маленькая проблема. Если эта проблема есть и в этом смарте, то да, я не знаю, когда я его буду выгружать. Здесь тоже микро... Ну ладно, этот хоть чуть-чуть, как Narza 30 и C30 и C35, похож на iPhone, во всяком случае, гранями. Одна большая блямба, это одна камера. Фронталка тоже капелька, в принципе, как у всего, даже из третьего эшелона. Огромный подбородок, мини-джек, за что огромные плюсы, отсутствие, разумеется, инфракрасного порта. А сейчас самое интересное в этот момент. Угадайте, чего здесь не хватает. Блока питания. BBK пошло не просто по темному пути, а по самому темному пути, который может быть. Почему? Потому что они положили сюда только кабель. Место под то, чтобы ее положить в коробку, есть. Но это фейл, потому что, еще раз повторяю, что это ультра-эконом-класс. Тогда бы в пакете посылали его, правильно? В картоновом и, не знаю, в каких-нибудь пупырках. Ну ладно. Не буду его пока активировать. А еще раз повторяюсь, огромнейший подбородок. Выглядит он прикольно. Вот объективно прикольно. Никаких здесь у вас нет сенсоров для сканера отпечатка пальца. Ничего. То есть ничего плохого. Еще почему у меня, наверное, не особо счастливое лицо, потому что вы заметили, что здесь отсутствует какого-либо вида чехол. И это тоже не свойственно BBK. И сейчас мы проверим, если здесь у нас еще и гибридный лоток. Нет, не гибридный. 2 физические карты симки и карту памяти запихать сюда можно. Экран, что неудивительно для бюджетника, прямой, за что им огромный плюс. По весу. Пишите, кто еще купил эту штуку. 183 грамма, немного, и это хорошо. И по размерам 164 миллиметра на 75 миллиметров, в толщину 8,6 миллиметра и с блоком камер 9,7 миллиметра. Вот такая штука будет на обзоре. Если вы это видите, значит я созрел. Redmi 10A, Redmi Narza 50i. А здесь еще и убийца. Это Powerful Unisoc T612. На этом моменте 50% зрителей выключают обзор. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 ми-бендов 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в синей и зеленой расцветке. Дизайн смартфона интересный. При данной ценовой категории он смотрится привлекательно. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамки. Качество материалов неплохое, как и качество сборки. Никаких больших зазоров я не обнаружил. Смартфон в руке лежит удобно, и пользоваться одной рукой лично для меня не было никаких проблем. Комфортно. Правда, царапается он довольно быстро. Через неделю уже не особо приятно выглядит. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем микро-USB. Далее есть микрофоны, ИК-порта нет, а вот мини-джек стандартно для бюджетника на борту. Далее основной динамик и разговорный. Звучание моно, что, конечно, не радует, но в целом оно не самое худшее. Плюс еще каплю вы видите. Но забываем, это ультра-бюджетник, притом не третьего эшелона. Защита от
от пыли и брызг и влаги, разумеется, отсутствует. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,5 дюймов с разрешением 1600 на 720 пикселей. Соотношение экрана к корпусу 88,7%, плотность пикселей 270 ppi, что, конечно же, мало. Экран поддерживает 16,7 миллиона цветов, цветопередача приятная, все цвета отображаются корректно. Пиковая яркость 400 нит, и они честные. При прямом попадании света на экран яркости слегка не хватает, но в целом в солнечный день пользоваться смартфоном можно без проблем. Чему я был безумно удивлен, потому что я был уверен, что я вообще там видеть ничего не буду. А видел. И это факт. Наверное, первый раз супербюджетник, ультрабюджетник по мне так честно показывает 400 нит. Углы обзора для IPS-матрицы на смартфонах, повторяюсь, стандартные, и просматривать контент под углом будет вам неудобно. Автояркость на борту, и работает она корректно. Частота обновления экрана минимальная, 60 Гц. Тест на частоту и дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, и результат очевиден, ничего сверхъестественного тест нам не показал. В настройках дисплея есть небольшое количество настроек, что хорошо, поиграться хватит. Далее мультитач на борту и на 10 касаний откликается. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица и стандартными способами. Сканера отпечатков пальцев нету, что фейл. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, и это прям нереально удивительно. Я вам честно говорю, у меня в нем две моих симки. Я не знаю почему, но этот смарт реально адекватен, как звонилка. Далее рамки, как и подбородок, большие, но не больше, чем у других смартфонов в бюджетном сегменте. Процессор печально. Установлен Unisoc Tiger T216 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 1,8 ГГц. Слышали бы нас в 2001 году, да, когда процессоры в компьютерах медленнее были, что мы смеемся над 1,8 ГГц в телефонах. Графический процессор ARM Mali G57, интерфейс Realme UI R Edition на базе Android 11 версии. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 3 или 4 гигабайта, внутренняя UFS 2.2 и на выбор 32 или 64 гигабайта, хотя по тестам она не 2.2, ну ладно. Вдобавок внутреннюю память можно расширить, вставив microSD до 1 терабайта, имеется поддержка Wi-Fi 4 серии на 2,4 ГГц, поддержка 5G сетей отсутствует, что неудивительно. Для 4G есть 7 и 20 бенды. Звучание во время разговора неплохое, микрофон, как и датчик приближения, меня не подводили. Вибромоторчик топорненький и не настраиваемый. Bluetooth версии 5.0, хорошо, что есть. NFC смартфон не поддерживает, его просто нет здесь. Из навигации на борту GPS от GPS, Galileo. GPS-тест в городских условиях показывает точность 6 метров, не лучше. Вот так. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал хорошие 8 часов 49 минут, и осталось еще 20% заряда. Тест я проводил на 100% яркости. Смартфон поддерживает зарядку на 10 Вт, при том, что в комплект блок питания не входит. Может, оно и хорошо, еще дешевле сделали. Так же, как и чехол не входит, тоже может хорошо, еще дешевле. Я еще раз повторяюсь, что в тот момент, когда я его покупал, его сгребли несколько тысяч, наверное, человек, как звонилку, и за эти деньги, ну, это прям шик. Полный цикл зарядки занимает 3,5 часа, и да, это не быстро. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает 11% заряда, а вот по поводу заряда, кстати, он заряжался 3,5 часа, иногда он заряжается у меня за 2 с копейками. И это факт. Магия электронов, как у меня на работе раньше говорили уважаемые люди, либо еще что-то, но вот так. В играх за 1 час уходит по 16-18%. К примеру, в PUBG Mobile смартфон показал себя неплохо. Картинка слегка, совсем подтормаживает, но это из-за интернета у меня было. В целом играть можно, в более легкие игры играть можно тоже без проблем. Да и в тяжелые. Кое-как работать будет, хотя греется все равно. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стандартно, видите сами на экране. В Geekbench 5 в синглкоре 345, мультикоре 1291, 3D Mark показал Slingshot Extreme 989, Slingshot 1504, в Antutu выдал 191 тысячу попугаев. И это прям Вспоминаем всякие бренды третьего эшелона, которые сотку даже не могут выбить за стоимость на 50% выше, правда? Storage тест показал супер скромные 7000, это нереальные цифры для UFS 2.2, поэтому, мне кажется, они с рекламой обманули. Но вскрывать я его не собираюсь, звонит и звонит. Еще раз повторяюсь, это еще один мой резервный смарт теперь. 45-минутный стресс-тест прошел неплохо, результат вы можете наблюдать на экране. По камерам. Основной сенсор на 8 мегапикселей с светосилой f2.0, 4-кратным цифровым зумом и LED-вспышкой. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Стабилизации видео нет, на борту есть небольшое количество режимов, к примеру, Pro режим, режим панорамы, таймлапс или ночной режим. А также в настройках есть некоторые вспомогательные функции. Но вы понимаете, что блямбу на тыльной части в виде одной камеры они сделали не потому, что тут сенсор огромный, а потому что нужно было красиво сделать. Фронтальный сенсор на 5 мегапикселей со светосилой f2.2, находится она в каплевидном вырезе верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Как говорится, снимает и ладно. Все довольно скромно, качество фотографий неплохое, но качество видеосъемки, конечно, не радужное.
комфортная. Примеры вы сейчас увидите. Максимум 720p, и это 30 FPS, это фронталка. И очень странно, что во фронталке нет режимов, получается, портрет. Портрет есть режим только в основном модуле. Я не понимаю, как это они так сделали, возможно, они что-то допилят, но пока вот так. У основного модуля 1080p 30 FPS максимальное разрешение для съемки. В чем довольно большой минус, как я вижу, стаба вообще никакого нет, это раз. Два, еще раз повторяю, что портретного режима я не нашел у фронталки. Вообще по камере, разумеется, смартфон довольно слабый. И в целом, если стоять и снимать, то картинка приемлемая. Но если начинать двигаться, тем более, разумеется, увеличивать, X4 максимум, стаб исчезает. И картинка становится как минимум не очень. Не знаю, в целом нравится. Вопрос еще как в микрофонах. Разумеется, можно ставить на паузу, можно фотографировать. К сожалению, никаких там двухоконных режимов нет. Не вытягивает это дело процессор. Ну вот так. Очень забавно, но функция портрета здесь возможна исключительно в режиме основной камеры. На фронталке функции портрета нет. Вот так снимает фронталка, если нести в одной руке ее и снимать. И по большому счету, учитывая, что свет не рассеянный, как я вижу, тени есть. Ох, ощущаете, да, как все громко. Как снимает, решать вам. И еще немного съемки. Конечно, на экране смартфона она супер печальная. Я специально остановлюсь, поснимаю с двух рук, немного повожу медленно. Стабилизатор использовать не буду принципиально. Но в принципе, учитывая стоимость смарта, картинка, конечно, на нем же и смотреть. И микро-USB, и все дела. Но минус в том, что он мне внешне нравится. И второй минус в том, что я реально им пользуюсь, и он меня не подводит ни по связи, ни по всему остальному. У меня здесь симки в этом смарте. И я скажу, что претензий-то нету, как вот просто звонилки и немного серфинга. И еще немного видео, плавно, чтобы вы попытались что-то рассмотреть. Да и в принципе вообще что-то рассмотреть-то можно. Правда немного, но все равно. Разумеется, баланс белого прыгает эгегей, стаб прыгает эгегей. И в движении лучше не снимать, даже с двух рук. Но что-то он снимает. Немного романтичного теста автофокуса. Раз. И вроде два. И раз. О, он лучше справляется, чем Motorola X30 Pro, да? Или Edge Ultra. Ладно. 1080p он тоже нормально справляется. Motorola. Минусы. Нет АК-порта, монозвучания, нет 1080p на фронтальном сенсоре, разрешение экрана даже не Full HD, а HD+, нет Wi-Fi 5 серии, медленная зарядка, нет сканера отпечатков пальцев, очень скромный комплект и ценник, который сейчас на данный момент по мне завышен. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если вы вдруг собираетесь покупать ультрабюджет и будет опять аттракцион невиданной щедрости от Realme, и вы сможете купить их те же деньги, которые я вам озвучивал, то круто. Если нет, смотрите телеграм-канал скидок по ссылке в описании к видео. Там часто появляются и ультрабюджетники по супер низким ценам. Единственное, повторяюсь, не советую покупать какие-то третьи эшелоны. Все-таки это либо BBK, либо это Xiaomi, и не мучьте себя, потому что с Xiaomi и с BBK в режиме ультрабюджета вы намучаетесь. А если вы приобретете что-то из бренда третьего эшелона, вы вообще будете проклинать тот день, когда вы его приобрели. Хотя, вполне возможно, вы будете одним из их фанатов и будете за них топить. Но я надеюсь, что это не так. Вы же свои проблемы хотите решить, а не проблемы корпораций, которые сейчас растут. Резюмирую довольно просто. Вопреки всему, несмотря ни на что, если вы сможете найти более-менее адекватный ценник на этот аппарат, я его как звонилку могу однозначно рекомендовать. Здесь нет никаких лишних, не знаю, там ультрашириков. Здесь пусть экран и не супер топовый, яркости 400 нит, она здесь честная, и ее по большому счету даже на солнце хватает.
Да, это капелька, да, не знаю, какие-то атовизмы из разряда микро-USB, да, он заряжается 3 часа, но это все относительно. Относительно чего? Всегда относительно ценника. Я очень редко какие-то хвалебные оды даю для ультрабюджетников, это супер-мега-ультрабюджетник, но этот смарт и правда свои деньги стоит. Во всяком случае, те деньги, которые отдавал за него. Никаких чехлов здесь не надо, зарядки у вас все равно есть, USB, где-то вы на 10 ватт найдете, даже от компьютера подкинуть. Кабель есть. Бери, звони. 2 симки, еще раз напоминаю, терабайт внутренней памяти запихиваете, и все, и радуетесь жизни. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды. Не забываем, что скоро сейл, и вполне возможно во время него, ультрабюджетники будут, если не намного выгоднее, то плюс-минус также. Спасибо за просмотр. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо. Вы помогаете проекту. Девайсу от меня однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.